Слышите, все детали игры слышны, где я здесь, здесь и сам аккорд. Все очень хорошо слышно. И вот бы такой студийный детальный звук можно было бы на сцену принести с собой, чтобы и в зрительном зале также было хорошо слышно. Можно. Сегодня как раз поговорим о том, что такого впихнуть в обычную акустическую гитару, чтобы это все жирно звучало и на сцене. Привет, друзья, меня зовут Максим Ярушкин, это канал Go Fingerstyle, и сегодня у нас на обзоре такая штука, называется Acus Phantasma. Это звукосниматель, микрофон внутренний для гитары и внешний усилитель. Такая штучка нужна, если в вашей гитаре вообще нет никаких датчиков и вы не можете подключиться на сцене, или если датчик, который у вас уже есть, недостаточно живо передает все нюансы вашей игры. Не снимает, может быть, перкуссию, как-то это делает плоско и звук какой-то ненатуральный. И третий вариант, на самом деле он такой со звездочкой. Если вы хотите писать акустическую гитару дома, а у вас помещение не подготовлено для записи. Ну, об этой звездочке и об этом варианте я скажу в конце обзора, а сейчас давайте послушаем, как это звучит. Распаковка. В коробке мы получаем систему в чехле и инструкцию с гарантией. Приятно, что в комплекте идет стереокабель, собственно, им гитара подключается к предусилителю. Такие прищепки, чтобы внутри гитары провода не болтались. И сама система, она маленькая, легкая, собственно, состоит из следующих элементов. Пьезокабель или пьезопровод. Короче, то, что подкладывается под нижний порожек. Платформа для микрофона и сам микрофон, который вот так вот вставляется и вертится в любую сторону, потому что положение и направление микрофона внутри гитары реально влияют на звук. И сам предусилитель, где смешиваются сигналы с пьезы и микрофона. Тут у нас ручка общей громкости, отдельно ручка громкости пьезы, отдельно микрофона. И всего лишь по одной ручке эквалайзера на пьезу и на микрофон. Как они работают, позже расскажу. Питаться это может от блока питания, либо от обычной кроны. Кстати, ни того, ни другого нету в комплекте. Как это работает? Давайте заимпровизируем такой эквалайзер. Ну, как всегда, середина, вверх, низ, он же бас. На обычной гитаре, когда у нас стоит пьезодатчик, то вот весь вверх дает такой неприятный бзи-бзи. Этот вверх хорошо бы отрезать вот таким образом, то есть у нас вот все пустить внизу, в середине, а вот весь этот вот так бы срезать его. То есть у нас не будет этого неприятного бзиканья, останется середина плотненькая, плотненький низ, но верх-то нам нужен. Поэтому мы этот верх берем в микрофоне. Вот хорошо бы микрофон, чтобы у нас был наверху. Часто микрофоны заводятся в середине или внизу, и хорошо бы его срезать вот здесь. Вот. Низ у нас и так есть в пьезе. Вот она, эта идея реализована. Только слова другие. Смотрите, вот у нас пьеза, она вот все в середине и внизу. Она дает такую плотность, и они назвали это глубина, depth. А микрофон дает как раз нам вот эти верхние частоты, вот это как бы всю акустичность, воздушность. И они назвали эту воздушность вот здесь вот, так и называли, air. Соответственно, общая громкость, громкость пьезы, а вот это плюс-минус, это насколько мы много в пьезе вырезаем или оставляем верха. То есть вот так вот на полном минусе у меня вообще в пьезе не будет бзи-бзи, будет только низ и середина. И в микрофоне, то бишь в эйре, та же самая история. Минус — это я максимально вырезаю весь низ, всю середину. Да, микрофон здесь дает полезный, приятный сигнал, но на сцене низ и середина в микрофоне очень часто заводятся, поэтому это, считайте, ручка антифидбэка. Давайте послушаем. Я уберу вообще микрофон, а вот пьезу добавлю побольше. И вот на середине. Хотя давайте сделаем максимальный плюс. И послушаем, если бы вообще не вырезали мы вверх, вот открытый максимально звук пьезы. Получается вот такая история.
Слышите, вверху бзяканье, особенно когда играем... Очень становится слышно любое касание струны о порожек. Особенно, когда вот я сыграл ноту и отпускаю, и вот это пиза очень ловит, и это... Ну и, в принципе, характер звука какой-то неприятный. Если я уберу весь верх в пизе, давайте максимум в минус. То есть вот я срезал вот эту всю историю. Получается... Максимально мутно. У меня вообще пропала атака, вообще пропал вверх. Я чуть-чуть его лучше верну обратно. Короче, когда я первый раз подключил всю систему и вот добавил только пиезу, послушал, как она звучит, меня разочаровало абсолютно, потому что я подумал, ну если вот так пиеза звучит, вряд ли микрофон исправит ситуацию. Ну ладно. Убрали вверх, послушаем отдельно микрофон. Давайте тогда тоже полностью на плюсик, то есть у нас сейчас не будет срезаться вот этот низ и середина в микрофоне. То есть микрофон дает полный спектр звука. Попробуем вырезать все это и оставить, ну вот, чуть-чуть. То есть я максимально жестко вырезаю вот здесь вот низ, середину, оставляю вверх. То есть он получается жидкий, ну тоже отдельно не годится. Но, когда мы смешиваем, добавлю сразу побольше, потому что я знаю примерно, где идеальная позиция уже. Просто замечательно, максимально натурально, когда я смешиваю. Причем в инструкции указано то, что для разных типов гитар, там прям написано, типа, если у вас кедровый топ, то вот такие настройки, если у вас хиловый топ, то вот такие настройки. Но это общая рекомендация, вообще, конечно, лучше самому крутить. Вот для конкретно этой гитары мне получилось так, что я здесь вырезаю почти весь вверх у пиезы, немножко оставляем, но при этом, кстати, когда играешь и хочется больше, например, артикуляции, больше атаки, ты можешь приоткрыть пиезу, и она даст больше. А если в условиях сцены начинает гитара заводиться, значит в микрофон слишком много низа и середины идет, и могу я здесь вот побольше еще срезать микрофона. Но вообще в данном случае полностью открытый эквалайзер в микрофоне не равно качественный звук. Иногда лучше подвырезать в микрофоне даже ту же низ и середину и оставить только воздух, чтобы более прозрачно звучал. Короче, надо экспериментировать конкретно с вашей гитарой, с крутяшками. Но в целом я был поражен, что пиеза совершенно обычная, то есть сами датчики, микрофончик тоже вы слышали, он отдельно звучит, ну просто звучит. Тем более это микрофон внутри гитары установлен, он всегда звучит немножко коробчато. Да и сам усилитель не внушал доверия, потому что, ну блин, одна ручка эквалайзера на каждый канал, но всего лишь одна. Но, как оказалось, они там внутри как-то подшаманили. Я уверен, там есть какая-то еще эквализация или что-то еще в схеме самого усилителя, что делает звук реально натуральным и контролируемым. Хотя раньше я был уверен, что из пиезы сложно достать что-то вообще достойное. И в сам вот этот endpin jack, я раскрутил его, посмотрел, там внутри тоже какая-то схема, то есть они что-то там нашаманили.
Важно сказать, что звук я записываю не напрямую в аудиокарту, а через комбик. И комбик я снимаю микрофоном. То есть вот гитара, провод до преампа, от преампа провод в комбик, и комбик уже снимается микрофоном. А звук с микрофона уже, конечно, в аудиокарту. Из минусов, пожалуй, то, что сам преамп, он такой тяжеленький, блин, и большой. Я думаю, вот так вот, если было бы, вообще было бы супер. Но, с другой стороны, ручки большие, это удобно. Они вот все на лицевой панели, и все можно крутить во время выступления. Супер. И чехол. Непонятно, зачем он нужен. Как упаковка, отлично, но после того, как ты уже получил преамп, зачем нужно это второе отделение? Ну, вряд ли я такой изящный, что вот этот маленький преамп буду носить в отдельной сумочке. Ну, итальянцы. Если мы говорим о перкуссионном фингерстайле, когда мы играем все вот эти вот удары по корпусу, то, конечно, микрофон все это замечательно снимает, все шуршания. Это еще зависит от того, в какую сторону вы направите его, куда вы его приклеите. И еще зависит от того, насколько у нас здесь много низа и середины вот есть в микрофоне. Если я побольше сделаю, то да, конечно. А если убавляю, то перкуссия более жиденько звучит. Установка. Снимаем струны с гитары, вынимаем нижний порожек. В моей гитаре уже был установлен заводской пьезодатчик, поэтому уже просверлено мелкое отверстие в пазу слева, да и справа почему-то тоже, хотя достаточно одного. Еще нужно отверстие для выходного разъема, я просверлил второе, не спрашивайте зачем. Когда все отверстия в гитаре есть, уже устанавливаем систему, первым делом закручиваем как раз выходной разъем End-Min Jack. Потом изнутри просовываем пьезодатчик, протягиваем его в паз и прижимаем нижним порожком. И приклеиваем сам микрофончик, он на двусторонний скотч приклеивается и рекомендуется на нижнюю сторону обечатки, хотя вы можете экспериментировать с позицией самого микрофона в гитаре и с направлением микрофона. В конце не забудьте зафиксировать провода, чтобы ничего не болталось. Сам процесс установки меня очень порадовал, потому что он максимально прост, не надо ничего клеить, потому что когда клеишь, обычно приклеил неправильно и все. А тут мы просто вкладываем под этот порожек. Максимально, что может случиться, порожек можете поставить потом не той стороной. Ослабили струны, переставили его обратно и все. Сам же микрофончик клеится, но это, двухсторонний скотч, и вы в любой момент можете переклеить в любое другое место гитары. Кстати, насчет переклеить. Если вот вы купили на одну гитару, вам понравилось, и хотите на вторую гитару поставить такую же штуку, то не обязательно покупать полный комплект, они отдельно продают пьезу и микрофон, а преамп можете использовать тот же самый. Вообще я сторонник того, чтобы для записи не использовать датчики, а использовать внешние микрофоны. Они максимально натурально передают звук акустического инструмента, про это у меня есть отдельное целое видео. Но в данном случае вся эта система настолько хороша, что можно и попробовать записывать ее напрямую в аудиокарту, без всяких микрофонов. Насколько это вообще будет хорошо звучать? Или это хорошо звучит только через комбик?
вот такой звук получается в линию, если я напрямую подключаюсь из этого преампа в аудиоинтерфейс. Вам судить, можно ли это использовать для записи. Мне кажется, в миксе, конечно, 100% можно использовать. А вот для сольного исполнения, чисто инструментальная музыка, может быть, все-таки старый добрый внешний конденсаторный микрофон будет лучше, чем эта система. Но опять же, это вам судить. Вы можете написать в комментариях, насколько вам понравился звук этой системы в линию. Если вам интересна эта тема, какой звукосниматель поставить на свою гитару, чтобы она звучала красиво, это все было изящно и удобно, то у меня на канале есть отдельные видео, посвященные звукоснимателям, обзоры, демо. Короче, загляните в описание, там вы найдете, что посмотреть. Ссылка на вот эту систему Akus Phantasma есть в описании тоже. Там же рядышком где-то есть кнопка подписаться. Обязательно нажмите на нее. Лайк, если обзор понравился. И пишите в комментариях свои вопросы. Чем смогу, помогу. Увидимся на канале. Пока.